Воин, павший в бою, доблестнее спавшегося бегством. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Sand Scorpions, и на ней мы увидим танковый Mirror. На верхней позиции под красным цветом Бойко. Снизу под синим цветом дает старт Fargo. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Между Fargo и Бойко идет напряженная борьба. До 6 побед, счет 5-5, решающая игра, и это танковый Mirror. Два примерно одинаковых по скиллу бойца, я считаю. Бойко в 2020 году был чемпионом мира, а вот Fargo так им и не стал. Но все же занимал призовые места на мировой серии. Ну как закончится это противостояние? А мы сейчас с вами будем наблюдать. Ну что ж, поехали. Выдвинутая казарма от Fargo, разбегаются красногвардейцы. Я так полагаю, что это будет быстрый какой-то захват вышек. Есть военный завод, что же касаемо Бойки, также военный завод поставил. Предполагаю, что это будет раш соперника через левый полуостров. Ну и плюс можно поставить здесь какой-нибудь Батлмастер на защиту и устанавливать ресурсный центр. Бойко, в принципе, ведет сейчас свой дозер как раз таки под эту самую ресурсную платформу. На базе 2 сапплая имеется, есть военный завод и есть электростанция. Что же касаемо Fargo, то же самое. 2 сапплая качают, есть электростанция, казарма и военный завод. Приезжает дозер, даже, слушайте, на центр, ставит здесь бункер, есть ракетчик сейчас в домике, можно еще одного также отправить, и будет уже очень даже хорошая защита сейчас у Fargo на центре. Красногвардейцы уже с изученным захватом, под всеми вышками, кстати, они сейчас находятся, но приезжает дракон, и вполне возможно сейчас будет мешать Бойко планом Fargo. Начинается стычка, первый контакт состоялся, и разжигается стена огня, и я так полагаю, что это будет уничтожение, но есть Батлмастер с двумя лычками, лычки взял Fargo в повышениях, и дракон отменяется, а это значит, Fargo все-таки сможет свои планы реализовать, и будет захват. Одна вышка уже под контролем, здесь попытался Бойко отменить захват своему сопернику, но все-таки вышка под контролем Fargo, и на центре вышка также захвачена, попытался заехать пост. Но пост скрывается, ракетчики пытаются засесть в домик, но Fargo быстрее реагирует. Одного ракетчика из бункера посадил в дом. Бойке здесь засесть не удалось. Один дом все-таки был выселен. Работает дракон от верхнего танкиста, идет под вышку, но тут Батлмастер, и, соответственно, дракону здесь уже не жить. Также шел здесь гатлинг, слушайте, от Fargo, и можно было бы пробить здесь саплтраки, но есть БМ от Бойко, и, соответственно, Fargo теряет свой гатлинг. Гатлинг от Бойки идет вперед. Домики перестреливаются, то есть все-таки успел одного пехотинца здесь Бойко посадить в дом. Дракон был отменен. Слушайте, здесь вышка-то также взята, соответственно, Fargo получил экономический буст аж на целых $4000, ведь все вышки на карте, практически все, под контролем Fargo. Одна только не захвачена, и это вышка на базе Бойко. Здесь гатлинг, и гатлинг почему-то остановился. Ну, сейчас будет перестрелка, а можно было бы пробить саплтраки, проехать дальше и просто бить саплтраки, срезать экономику сопернику. И здесь в этой дуэли побеждает все-таки нижний танкист. Заходят 3 юнита сейчас от верхнего. Также заходит дракон, но зачем же этот дракон пускать через центр, ведь Бойко уже должен знать, что у Fargo здесь все защищено, и такому дракону шальному здесь не получится заехать. Гатлинг на гатлинг, перестрелка, вышку все-таки, кстати, Бойко-то Fargo уничтожил, и вот здесь интересные 2 юнита, гатлинг плюс БМ, и сжигает Fargo Бойки военный завод. Слушайте, этот дракон нужно чем-то контролить, иначе он так и может и сапплай сжечь. Достаточно близко здесь подобрался, ну а тут юниты все-таки Бойки закрываются, но вышку все-таки Бойко-то Fargo убил. Собирается достаточно такая большая армия, можно, в принципе, пробовать штурмовать, наверное, левый полуостров, но тут Бойко уже, в принципе, все, да, все под контролем. Бойко закрепился, еще один сапплай дал, дракон здесь Fargo был уничтожен, есть Батлмастер, да и здесь юниты, в принципе, от Fargo отступают. Батлмастер уходит, и гатлинг был потерян, за ним пускается Бойко в погоню. И 2 БМа идут налево, но тут бункер, и уже подобраться будет проблематично. И ставится филд, я так полагаю, что мы увидим хеликсы. Ну вот этот бы, да, вот здесь бы, да, защиту бы поставить. И вот как раз сюда сейчас ставится бункер, идет ракетчик вперед. Слушайте, ну большая армия идет вперед сейчас от Fargo, а здесь вот не на контроле, я так полагаю, от Бойки. Да, ну вот надо уже бы настреливать. Сейчас просто может Бойко БМ на ровном месте потерять. Но БМ выживают.
Пост спас, уничтожается БМ Фаргу, Гатлинг минус, но БМ все-таки Бойко теряет, но мог бы его бы и не терять, вышку либо сжигать, либо перехватывать, но Бойко, я так полагаю, решается ее все-таки сжечь, ну а здесь прорыв. Здесь прорыв, дозер сматывается, но я так понимаю, нужно отменять каркас этого филда, и это Бойко как раз сейчас и делает, перестреливаются ракетчики. Один ракетчик Фаргу минус. Дракон был потерян. Здесь скрывается БТР, но там есть пехотинцы. Пехотинцы, в принципе, могут пробовать этот бункер-то вскрывать. Ракетчик минус. Справа тем временем также идет агрессия. Разжигается стена огня. Минус пост. Ракетчики минусуются. До ракетчиков собственным огнем здесь Бойко не достает. И БМ от Фаргу уходит. Здесь есть еще 2 гатлинга. Можно пробовать сражаться, но многовато юнитов здесь, я считаю. Тем временем дракон. Ай-яй-яй-яй, минус домик. Бойко, а не до контроль. Дракон взорвался. Красногвардейцы залетают в дом. Перестрелка. Бункер ставится. Нужны ракетчики. 4 юнита от Фаргу. 2 БМа, Гатлинг плюс дракон. Драконом можно, в принципе, здесь разжигать, уничтожать сапплай. Но Фаргу пока этого не делает. Справа тем временем прорывается, так полагаю, Бойко. 3 юнита, но пост пустой. Минус Гатлинг и ЦМ-танк. Минус. Можно пробовать идти дальше. Здесь есть всего лишь только 1 БМ, а там на пути военные заводы. Но на левом полуострове, конечно, творится лютая жесть. Уничтожаются дома, бьется военный завод. И Бойке было бы выгодно его бы продать, я считаю, ведь защиты здесь практически уже никакой. Каленый БМ, разжигается стена огня драконом. Но идет армия на подмогу. Но военный завод все-таки Бойко теряет, к моему большому сожалению. Он его даже не продал. И уже 2 военных завода за игру Бойко теряет. Один здесь и один вот на этом самом месте, прям рядом с ресурсной платформой. Стягивает Фарго 2 юнита под вышку. Но кстати, вышка до сих пор еще не под контролем Бойки. Ставится, кстати, уже командный центр. У каждого из бойцов по 3-му рангу. И есть пропаганда. Ну, надо ждать Лотос, я так полагаю. Вот же казарма. Почему бы ее не вывести? А Бойко тем временем прет в атаку. Он прет в атаку, здесь пытается Фаргу закрепиться, ставит казарму, дозер минус, казарма пока еще живет, но вот же дракон, можно сжигать. БМ и Фаргу минус. И появляется танк Император здесь, но танк этот уходит, разжигать стена огня, казарма минус, Фаргу не успевает ее продать. Идет перестрелка, минус БМ, и Гатлингу здесь уже также не жить. Гатлинг минус. Ракетчики погнали, танк Император. Он отступает под военный завод, идет Гатлинг. И Гатлинг, в принципе, может пробовать этих ракетчиков-то уничтожать. БМ и Гатлинг здесь от Фаргу потеряны. Здесь работают ИЦМ танки плюс Батлмастер. И появляется Лотос на карте. И полетели повышения по 4-му рангу уже у каждого из бойцов. Слушайте, так тут еще и армия подбирается к Бойке. А защищаться-то нечем. База пустая. Также ответные повышения пошли. Пошел арт-удар. Это, я так полагаю, сейчас летит. Да, это мины от Бойки. Сбрасывается Батлмастер. И арт-удар по пропаганде. Можно бить сейчас электростанцию. Что же касаемо Фаргу. Фаргу сбросил мины на сапплай. Сбросил БМ. Также под сапплай. И нужно морозить. Нужно морозить, если есть танк, есть БМ. Но вот эту армию чем остановить? Вот БМ стоит, его заморозили. Его заморозил Фаргу. Не удалось, к сожалению, здесь уничтожить электростанцию. Арт-удар залетает в аккурат, я так полагаю, сейчас на пропаганду. И пропаганда минус. Идет перестрелка. И теряет, я так понимаю, сейчас еще и электростанцию свою Бойко. Пропаганду потерял ранее арт-удара. Куча ИЦМ танков здесь. Нужно морозить Батлмастер Бойки. И опять стычка. Опять стычка на левом полуострове. Кстати, Бойко вернул себе сапплай. Спамятся ракетчики, есть филд, я так понимаю, ждем Хеликс. Все-таки Хеликсу быть. Минус электростанция, военный завод. Да продавай ты его, Бойко. Не продавай по таким шквальным огнем, он не удержится. Уже 3-й военный завод Бойко теряет. Тем временем Гатлинг. И идет Лотос перехватывать вышку, я так полагаю. Гатлинг идет вперед. Еще одна вышка, кстати, под контролем Бойки. Она у него на базе сейчас находится. И вновь потеря сапплая. На этот раз он сжигается все-таки под натиском драконов. Здесь тем временем работает Хеликс, загружаются ракетчики. И он, кстати, может спасти. Здесь гатлингов нет. А гатлингов нет, нужно воевать. Минус драгонтанк. Практически убит БМ, мешает ИЦМ танк. ИЦМ-ку надо громить. Ракетчики идут вперед. Бойко отступает. На базе творится полная чехарда. На самом деле сапплай потерял Бойко. Перехват вышки пока еще не состоялся, просто пока что Лотос стоит. Гатлинг пришел, но Гатлинг минус. Не получилось срезать экономику, подбиться по полтраке. Здесь был пост, и Гатлинг минусуется. Нужно спасать базу. Эми бомба залетела, я видел.
И минус. Минус армия Фарго. И Бойко отбивается на базе, ставится военный завод. Но, ух ты, ковровая бомбардировка зашла. И минус сапла, минус саполтраки. Даже своего ракетчика здесь Фарго забрал. И идет Бойко, я так понимаю, вновь занимать этот полуостров. Его отсюда выбили. Большая достаточно армия, слушайте, здесь у Фарго. Ее бы только в одну объединить и гатлингов бы добавить. Ну, тут 2 есть. Но надо бы еще, я считаю. Ну, вот есть гатлинг плюс ЕЦМ, и уже Хеликсом опасно сюда подходить. Перехват вышки все-таки состоялся. Лотос уже каленая, здесь красногвардеец сидит и не дает нормально здесь Лотосу работать. Ее тут подбили, она уходит. Но 2 вышки. Две вышки сейчас под Бойкой, и ставится сапплай вновь, который был ранее уничтожен, и добыча возобновляется. Дозер надо вести, ставит сапплай. Фаргу нужен. Выцепляя здесь Бойко 1 БМ. У нижнего танкиста подходит также ракетчик, будет помогать. БМ минус. Хеликсы стоят. Но они есть, уже хорошо. Спамятся Батлмастеры, 4 штуки на базе есть. 2 военных завода по-прежнему у Бойки. Так, а Лотос уничтожена, я так полагаю, была. И перехват вышки назад. Фарго свои вышки отдавать не намерен. Ну, много очень юнитов. Саполтраки идут на центр, я так полагаю, все, да, на базе-то ресурсы кончились. Но есть 2 вышки, и в центре еще можно добывать. Эми бомба. Да, Эми бомба легла и замораживает юниты. Хеликсы летят и теряет. Теряет Бойко Хеликс свой с ракетчиками, к сожалению. И идет в атаку уже наземными юнитами. Батлмастер. Минус. Приходит дозер, кстати говоря. Здесь был сапплай, но сапплай был уничтожен. Это факт. И вновь повышения пошли. Летят мины и летит сброс Б, я так полагаю. Да, все верно, это БМ. БМ, и можно пробивать саполтраки. Достаточно большая армия сейчас вновь на левом полуострове от Фарго. И мины летят под военный завод. Бойко возвращается, нужно БМ бить. Опять 2 Хеликса, нужны ракетчики. Ракетчики, кстати говоря, есть. Бойко отступает. Мины здесь проложил, нужно разминировать. Красногвардеец сейчас подорвется, красногвардеец минус. Мало юнитов и ковровая бомбардировка, но она летит чуть левее, и Фарго успевает отступить и теряет, ну мало теряет, тут только пехота. 1 Батлмастер. Казарма бьется, казарму надо продавать. Хеликсы залетают. Гатлинг минус. Нужно закрывать ПМы. Также нужно закрывать и красногвардейцев. Продавай казарму, Бойко. Ее сейчас уничтожат. Просто ты не успеешь ее спасти, по всей видимости. Красногвардейцы бегут слишком близко. Сейчас будет просто friendly fire. И казарма, в принципе, сам сейчас. Бойко-то и уничтожает. Лучше бы продал бы, сэкономил деньги. Хеликсы отступают. Летит арт-удар. Плюс еще одно повышение. Неужели это сброс БМ? А зачем? Минус вышка, минус гатлинг, минус юрта с пехотинцев и ой-ой-ой-ой-ой. А Батлмастер просто погибает сейчас в воде. Бездарное, бессмысленное повышение от верхнего танкиста, я считаю. Бойко наступает. Здесь Лотос, кстати, от Фарго стоит. Минус саполтрак. Бункер ставится. В бункер можно красногвардейцев посадить. Но этот бункер, я думаю, что вскроет даже такое минимальное количество юнитов. Но, в принципе, защиты маловато здесь. И можно как раз-таки здесь с левого фланга под сапплаем-то уничтожить этот самый ресурсный центр. Но Бойко пока остановился. И ставится ресурсный уже от верхнего танка. Идут еще 4 БМ, а также на левый полуостров. А здесь пост плюс гатлинг подходят близко к вышке. И опять база голая, слушайте. 1 военный завод всего остался. Да, пытается здесь Бойко пробить сапплай. Сапплай распродается заранее. БМ вступают в бой, но слишком много. Слишком много юнитов здесь. Мне кажется, что эти юниты не смогут перебить армию Фарго. Перехват ресурсного центра. И Бойко успевает распродаться. Гатлинг встал под военный завод. Пост идет в общую пачку Фарго. А Гатлинг стоит и просто срезается полтраки, причем полные ресурсов. Есть здесь мини-армия и есть Хеликсы. Кстати, еще 1 БМ катается, и вновь отстройка ресурсного. Минус полтрак, и идет Лотос перехватывать военный завод. Минус МД. Подходят близко гатлы, Хеликсам нужно отступать. Ставится сапплай и распродажа военного завода. Его попыталась здесь перехватить Лотос. Минус гатлинг, нужно уничтожать этот Лотос. Но гатлинги близко, и Хеликсам, ну, нельзя так близко подлетать. Лотос отступает. Гатлы под сапплаем. Но здесь очень много юнитов и никакой практически защиты здесь у Бойки. Этот сапплай сейчас отлетит. Вновь перехват, запускается арт-удар.
И ковровая бомбардировка — это ответка от Бойко. Минус Батлмастер. И ковровка летит в аккуратно бункер, на сапплай, на ракетчиков. Сапплтрак минус, сапплай минус, но бункер выжил. Хеликсы летят справа по флангу. Здесь Гатлинг, кстати говоря, есть. Как бы сейчас этот Хеликс-то не потерять ни один, ни второй от этого Гатлинга. Слушайте, ну и получает. Ну и распродается сапплай. Так еще и 1000 украл здесь Фаргу. И все, и прорыв, я так полагаю. А нет юнитов. У Бойки последний закрывается. Осталось вот 3 здания. Это вся база сейчас у Бойки. Неужели будет все-таки какой-то камбэк? Вопрос, как это сделать. Минус военный завод. Зашел Бойко. Второй военный завод бьется, и Фаргу выпускает повышение. Причем бегом выпускает. Полетела ковровка. Военный завод также минус. Третий военный завод идет под раздачу. Идут юниты вперед. Здесь был явно арт-удар, пробивал Филд, и замораживается командный центр. Ковровая бомбардировка пошла. Филд минус. Слушайте, сейчас уничтожится электростанция. Хеликс тем временем летает. Тут мины. Тут были мины. Пробивается последний военный завод. Хеликс, ну буквально чуть-чуть ему осталось там одну тычку дать, и он бы пал. Минус дозер. Все, последнее здание, и оно замерзло. 3 Гатлинга идут выцеплять Хеликс, и Хеликс падает. Хеликс с ракетчиками минус. Забрал пропаганду Бойко, и Хеликс последний пал. Все. Это последнее здание, и идет его перехват. Неужели Бойко даже его не продаст? Все. Фаргу перехватил командный центр Бойки и победил в этом сражении. Итоговый счет поединка 6-5. Победа Фарго. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.